Здравствуйте, друзья! Рождение нового человека – это самый волшебный и невероятный момент, который действительно заслуживает того, чтобы называться чудом. Но врачей, которые видели сотни родов и столько же новорожденных малышей, удивить крайне сложно. Однако сейчас вы услышите историю, от которой даже у самых опытных акушерок отвиснет челюсть от изумления. Беременность может показаться самым прекрасным, что может случиться с женщиной, но для того, чтобы ощутить истинные радости материнства, организм женщины должен быть здоров и готов к нагрузкам, которые ему предстоит испытать в ближайшие 9 месяцев. В наши дни девушки, забеременевшие до достижения совершеннолетия, считаются исключением. Кроме того, если вы еще этого не сделали, пожалуйста, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы получать вдохновение от этих реальных историй каждый день. А теперь вернемся к истории. Однако в прежние времена в некоторых регионах не было ничего удивительного в том, что 14-летняя девочка забеременела. В большинстве случаев роды в раннем возрасте имели тяжелые последствия не только для ребенка, но и для матери, особенно учитывая уровень медицинского обслуживания в то время. Вот почему так важно, чтобы такое радостное событие, как беременность, наступило в нужное время. В противном случае это может закончиться трагедией. Однако вы, вероятно, будете очень удивлены, узнав, что в некоторых случаях беременность может наступить совершенно неожиданно и даже без участия отца. Очень скоро вы поймете, как это вообще возможно. Каждая беременная женщина беспокоится о здоровье своего малыша. К счастью, в наши дни врачи могут сделать невозможное. Современная медицина позволяет избежать большинства проблем, которые могут возникнуть во время беременности и родов. Даже недоношенных детей, родившихся с тяжелыми осложнениями, в большинстве случаев можно спасти, и они вырастут красивыми и здоровыми. Довольно часто пары, ожидающие ребенка, в конечном итоге рожают двойню, тройню или даже больше детей. Это может стать настоящим сюрпризом для родителей, но врачи наблюдают подобные случаи довольно часто. Однако появление на свет ребенка с другим ребенком или даже двумя детьми внутри, безусловно, шокирует любого. 5 лет назад девочка, родившаяся в Гонконге, оказалась беременной. Врачи узнали об этом, осмотрев ребенка после ее рождения. У девочки было подозрение на опухоль еще в утробе матери, поэтому, как только она родилась, ее отправили на УЗИ, и оказалось, что внутри нее живут 2 плода. Врачи были шокированы, так как ребенок мог забеременеть только в утробе матери, и, честно говоря, ее состояние вряд ли можно было назвать настоящей беременностью. В конце концов, организм новорожденной девочки определенно не готов к вынашиванию ребенка. Врачи обнаружили 2 эмбриона между печенью и почками. На самом деле, науке известны случаи рождения детей с зародышем внутри, хотя они крайне редки. Они случались примерно раз в 500 000 родов, но это был первый случай, когда ребенок родился с 2 плодами внутри. Так объяснили это врачи. Судя по всему, девочка была одной из тройняшек, но ее тело каким-то образом впитало в себя тела ее братьев во время беременности. Американский гинеколог Дрим Берч, изучающий случаи рождения детей с плодом внутри них, пришел к выводу, что это могут быть просто особые случаи гораздо более распространенного явления исчезновения близнецов. Довольно часто во время беременности один близнец частично или полностью поглощается другим, при этом мать может даже не подозревать, что у нее могли быть близнецы. Однако в этих случаях один плод полностью исчезает, а их брат или сестра рождаются совершенно здоровыми. Конечно, девочка не могла расти и развиваться с 2 эмбрионами внутри, поэтому в возрасте 3 недель ей пришлось перенести очень сложную операцию. Врачи удалили оба плода, один из которых весил 9 граммов, а другой 14,5. Этот вес соответствует сроку беременности от 8 до 10 недель. Врачи даже смогли определить их пол. Это были мальчики, поэтому у девочки могло быть 2 брата, если беременность ее матери протекала без патологий. Врачи не могут объяснить,
что именно может спровоцировать такого рода аномалию во время беременности. Но самое главное, что операция прошла успешно, и девочка полностью здорова. Благодаря передовому уровню современной медицины и усилиям врача, даже такие редкие и сложные случаи могут иметь счастливый конец. Или, скорее, счастливое начало, поскольку жизнь девочки только начинается, и впереди у нее еще так много счастливых моментов. Рождение ребенка – это, безусловно, чудо, но мы не должны забывать, что рядом с нами живут те же волшебники в белых халатах, которые помогли этому чуду свершиться. Итак, что вы думаете об этой невероятной истории? Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте большой палец вверх и подумайте о том, чтобы поделиться им с кем-нибудь, кому оно может показаться интересным. Спасибо за просмотр, и я расскажу вам о следующем видео.